Смешал обычную пищевую соду с жидким мылом и получил лучшую пасту для всех кухонных поверхностей. Погнали тестировать! Здравствуйте, дорогие друзья, на канале Двойная Порция. Куча видео в интернете появилось со смешиванием соды с растительным маслом, с соусом, со всем чем угодно, даже со спиртом. И мы не должны пройти стороной. И сегодня мы с вами проверим и попробуем вот такой вот замечательный рецепт. Берем обычную соду, у нас что ни на есть обычная сода. Берем 25 грамм и еще 25 грамм. Вот так вот. Я, конечно, не понимаю, для чего добавлять растительное масло и тому подобные вещества, типа спирта. Возможно, у кого-то есть аллергия, но так добавьте обычной воды. Либо гипераллергенный какой-то гель. Все, добавляем примерно 1,5 столовые ложки и вот так вот замешиваем. Нам нужно получить с вами такую вязкую пасту. Мыло нам даст мыльность, павы и так далее, то есть будет хорошо отмываться жир. Сода также хорошее чистящее средство, которое с легкостью отмывает жир, налет, грязь, удаляет неприятные запахи, разводы со стекла и так далее. Все, вот это лучшая паста, которую можно только придумать. Посмотрите, можно сделать чуть-чуть погуще, но ничего лучше вот такой вот консистенции просто нет. Данная консистенция в закрытой крышке будет храниться недели 3-4 точно. То есть не переживайте, ничего не высохнет. И данным образом, смотрите, что можно почистить. Допустим, кухонная столешница. Вот здесь у нас алюминиевые вставки, да, которые нельзя никаким жироудалителем и так далее мыть, потому что они испортятся. Берем, вот так вот наносим и все. И вот так вот губочкой просто с помощью соды все это вот так чистим. Допустим, кухонные фартуки, не повреждая, да, поверхность. Все вот это хорошенько натираем. Протираем чистой губочкой и получаем прекраснейший результат. Посмотрите, как красиво получилось. Все. Чистота, ни пятен, ни жирных капель от жарки, ничего не осталось. Все, просто глянцевая такая вот поверхность столешницы. Далее мы можем также этим средством почистить плиту. Наносим данным образом и растираем. Не хватило, добавили еще чуть-чуть, вот так вот пару капель. И чувствуем себя полировщиками автомобилей. Посмотрите, сода набивается в губку и получается как такой вот мелкий мини-мини абразив. Посмотрите. Просто. И весь жир, вся грязь, весь налет, все это счищается очень быстро. У кого аллергия на любые другие средства, допустим, кроме соды, там мыло добавили, у вас аллергия. Так добавьте обычную зубную пасту и чуть-чуть воды. И получится у вас еще более лучший эффект, чем даже от мыла и соды. Никаких ни царапинок, ничего у нас тут нет. Все просто до зеркального блеска отмылось. Еще одно применение данного средства, допустим, смеситель. Если у вас смеситель из нержавейки, кислотными средствами и щелочными, сильно щелочными, его мыть нельзя. То есть он потемнеет, будут пятна, а данным средством вы с легкостью его намоете и будет все у вас красиво, чисто и чин-чинарем, как говорится. Все, вот так вот натрете, будет как у кота яйца блестеть. Все, смываем и смотрим на получившийся результат. Все, шик, блеск, красота. Следующая область применения, куда можно данное средство применить. Берем, наносим на щетку, вот таким вот образом. И прям натираем нашу раковину. Конечно. Данное средство с легкостью и очень хорошо и безопасно для раковины. И для вот этих решеток металлических все очистит и отмоет. Посмотрите, вот грязь какая, посмотрите, вся пена стала уже какая-то красно-коричневая, то есть видно, что мойка не мытая. И средство довольно-таки хорошо справляется с этим. Еще один немаловажный эффект. Можно прям без перчаток работать. И все, посмотрите, раз-два, и чистота, белизна, красота и свежесть вам обеспечена. И вот такое вот копеечное и очень эффективное средство для не сильных загрязнений мы с вами получили. Храниться может до 4 недель, не стоит практически ничего. А плюс ко всему, данное средство есть практически в каждом доме. У кого же у нас нет соды до обычного мыла? Пользуйтесь, подписывайтесь на канал, ставь лайки и пиши комментарии. Увидимся в следующем видео, где мы протестируем еще что-то интересное, что сэкономит ваш бюджет. Пока!